пожаловать на мой канал и в мое очередное видео. Теплый привет в этот морозный день. Давно не виделись. Классно выглядишь. В первых двух видео мы обсудили 8 компонентов, на которых строится наше счастье. Ты их сейчас видишь на своем экране. Во всех последующих видео мы будем обсуждать каждый компонент по отдельности, а также как его развивать. Сегодня мы будем обсуждать четвертый компонент — мозг и образ мышления. И затронем такие темы, как разбудить внутреннего гения, как иметь позитивный образ мышления и третий пункт — развития фокуса или как быть здесь и сейчас. Перед тем, как мы начнем, хотелось бы сказать большое спасибо всем тем, кто со мной связался после первых двух видео. Спасибо за приятные слова и поддержку. Вы мне помогаете расти и развиваться. Благодаря вам я буду продолжать выпускать видео каждую неделю и надеюсь, оно будет тебе приносить удовольствие и пользу. Ну что, давай начнем сегодняшнее путешествие? Поехали! Каждый человек, без исключения, обладает неограниченным внутренним потенциалом, но не каждый знает, как его раскрыть. Давай поговорим о том, как разбудить внутреннего гения или как из вялой гусеницы превратиться в порхающую бабочку. Бабочка, кстати, это символ трансформации и перевоплощения. Так как же превратиться в бабочку? Вы замечали, насколько гениальны дети, как они быстро всему учатся и насколько они счастливы от всего, что они делают? В какой момент мы теряем эти навыки и возможно ли вернуть их обратно? Я бы, наверное, не записал это видео, если бы у меня не было ответа на этот вопрос. Перед тем, как перейти к конкретным действиям, вот тебе немного науки. Дело в том, что у детей очень развита передняя часть коры головного мозга. Когда мы взрослеем, то чаще начинаем пользоваться рептильным, то есть инстинктивным мозгом. В моем первом видео мы обсуждали разницу между этими двумя частями. Посмотри, если ты не видел, ссылка в описании. Исследования в области нейробиологии показали, что наш мозг остается пластичен до глубокой старости, и мы можем контролировать его рост и структуру. Далай-лама еще в 1970 году сказал, что от малейшей мысли наш мозг может менять структуру. Все подумали, что он сумасшедший, но спустя 50 лет мы знаем, что это правда. Существует очень много способов, как перепрошить нашу нейронную сеть. Но сегодня я предложу самый простой и, на мой взгляд, самый эффективный способ. Это медитации. Я познакомился с медитациями в 2011 году и отнесся к ним немного скептически. Но любопытство и настойчивость взяло вверх, и через несколько дней я почувствовал эффект. Последние 2 года я медитирую практически каждый день по 20-30 минут и не собираюсь бросать эту волшебную привычку. Если ты медитируешь, респект. Если ты хочешь начать медитировать, вот тебе 3 совета. Первый. Найди себе 7 медитаций на каждый день. В интернете их очень много, в том же YouTube. Второе. Купи себе наушники и начни медитировать каждое утро после пробуждения. И третье, самое главное. Во время медитации, если отвлекаешься, не испытывай чувство вины. Возвращайся к голосу, который тебя ведет по медитации, и продолжай медитировать. Медитации также обладают такими преимуществами, как улучшение памяти, снятие стресса и даже замедление старения. С каждым днем ты будешь медитировать все лучше и лучше, становиться гениальнее и счастливее.
Как часто ты тратишь время на то, чтобы оценить то, что у тебя есть, и порадоваться тому, что в твоей жизни идет хорошо? Мы склонны к тому, чтобы фокусироваться на проблемах и на том, чего у нас нет. Но такой образ мышления вредит нашему физическому и психическому здоровью. А что если я скажу, что у меня есть одно бесплатное и натуральное средство, которое укрепляет иммунитет, развивает оптимизм и делает нас счастливее? Это идеальное средство называется благодарность. Как я уже говорил в своем первом видео, благодарности — это ответы на вопрос, кому или чему я в жизни особенно благодарен. Сегодня мы немного глубже затронем эту тему. Чем больше мы тратим времени, фокусируясь на том, что в нашей жизни идет хорошо, тем здоровее и счастливее мы становимся. Во время выполнения благодарности выделяются эндорфины, которые понижают кровяное давление, расслабляют сердце, а также улучшают сон. Во время выполнения благодарности блокируются негативные эмоции, и мы чувствуем себя хорошо, менее склонны к стрессу, беспокойствам и депрессии. Кроме этого, благодарности влияют на наш мозг на биологическом уровне, повышая уровень серотонина и допамина. То есть делают то же самое, что и антидепрессанты. Разница лишь в том, что благодарности натуральные и бесплатные. Регулярная практика благодарностей перепрошивает нашу нейронную сеть мозга, и наше мышление автоматически становится более позитивным. В 2014 году я жил в Москве и был на грани депрессии. Вот тогда я и познакомился с благодарностями. Первые 3 дня практики мне давались сложно, но после 2 недель регулярных благодарностей я как будто заново родился. Я начал замечать хорошие вещи, которые раньше принимал как должное. Мне даже друзья начали говорить, что я стал выглядеть лучше, моложе и счастливее. Даже если ты себя считаешь оптимистом, тебе стоит попробовать эту практику. Результат тебя порадует. Для того, чтобы получить все преимущества от благодарности, необходимо: первое, каждое утро задавать себе вопрос, кому или чему я в жизни особенно благодарен, в течение 5 минут. У каждого человека есть за что в жизни быть благодарным. Мы этого просто не замечаем. У нас есть крыша над головой, еда на столе, здоровое тело, живые родители, веселые друзья и многое другое. Второе, ответить на вопрос, что я люблю в людях. После этого задать себе вопрос, что люди любят во мне. Отвечать на протяжении 5 минут. И третье, в конце дня задай себе вопрос, что сегодня сделало меня счастливее. Также на протяжении 5 минут. Отвечая на вопросы, переживи конкретную ситуацию, почувствуй ее всем телом. Обрати внимание конкретно, где в теле ты ощущаешь благодарность. Как сказала автор книги «Связь с благодарностями» Эми Коллетт, благодарности — это мощнейший катализатор счастья. Это искра, которая зажигает огонь радости в твоей душе. Ты знаешь, что самое ценное на планете Земля в 21 веке? Самое ценное в текущем столетии – это знание. А самый ценный навык – это навык обучения. Для того, чтобы эффективно обучаться, необходимо обладать хорошим фокусом внимания. Следующая тема, о которой хотелось бы поговорить, это развитие фокуса или как быть здесь и сейчас. Что вообще такое фокус внимания? Фокус внимания – это способность концентрироваться на чем-то одном в текущий момент времени. Давай для начала обсудим, что нам мешает концентрироваться на настоящем моменте. Самый главный враг нашего фокуса – это вот этот девайс. Постоянные оповещения разрушают фокус нашего внимания, а 90% ленты не требует более 3 секунд нашего внимания. Вот у нас и формируется привычка менять фокус каждые 3 секунды. Недавно появился даже такой термин FOMO – Fear of Missing Out, который означает страх упустить что-то важное в соцсетях, который может вызвать даже психическое расстройство личности. Разрушитель фокуса номер 2 – это многозадачность. Ты, наверное, думаешь, ты более эффективен, когда выполняешь сразу несколько дел одновременно. На самом деле, многозадачность – это неэффективная и нездоровая привычка. Во время многозадачности мы допускаем больше ошибок, мы менее креативны. Также многозадачность истощает наш мозг, повышая уровень кортизола в крови, расходуя твою энергию. Поэтому в конце дня ты чувствуешь себя как выжатый лимон. И третий разрушитель фокуса внимания – это привычка спешить. Куда все эти люди спешат, которые сигналят, как только загорелся зеленый светофор? Куда торопятся те люди, которые толкаются в очередях в супермаркете и в банке? Куда все эти люди бегут по тротуарам? Спешка – это иллюзия эффективности, вызывающая зависимость. Когда мы спешим, мы на самом деле не живем, а сокращаем свою жизнь.
Для улучшения фокуса помогают те же медитации, которые мы обсуждали ранее. Кроме этого, вот 3 рекомендации. Первая рекомендация – это уход в офлайн. Отключи все оповещения в своем телефоне, кроме звонков, и проверяй соцсети каждые 1 или 2 часа. Можно реже, но не чаще. Подумай, что такого может случиться за пару часов во время твоего отсутствия в интернете. Когда твои оповещения включены, люди, которые тебе пишут, управляют твоим фокусом. Ты живешь по чужим приоритетам. У меня отключены все оповещения больше года. Я жив и счастлив, ничего не пропустил. Второй совет – расставь приоритеты. Перед тем, как что-то делать, реши, какой задачей ты будешь заниматься следующие 50 минут. Поставь таймер и полностью погрузись в эту задачу. Предупреди близких, чтобы тебя не беспокоили. Используй наушники, если потребуется. Третья рекомендация – замедлиться и начать жить не спеша. Давайте начнем ездить медленнее, наслаждаясь удобным сидением, приятной музыкой. Во время прогулки начнем ходить спокойнее, получая удовольствие от каждого шага, наслаждаясь погодой. А в супермаркете во время ожидания в очереди заведем приятную беседу с рядом стоящим человеком. Фокус внимания, так же как и обучение, это навык, который можно и нужно развивать для того, чтобы обогащаться новыми и полезными знаниями. Я остался живой, все нормально. Хочу вас представить. Это Дима, очень крутой парикмахер, офигенный собеседник. Барбершоп Черчилль, Мира 62. Спасибо. Счастливо. Надеюсь, тебе понравилась эта экспериментальная обработка, а также выпуск в целом. По традиции чашка кофе. Я думаю, ты уже догадался, что очередной выпуск подходит к концу. Но перед тем, как попрощаться, хотел бы выразить искреннюю благодарность Ире Тищенко, Леше Миюц, Диме и Насте из барбершопа Черчилль. Ребят, спасибо огромное. Без вас этот выпуск не был бы такой классный. Знаете, что я понял, делая этот выпуск? То, что по каждой отдельной теме мне хочется сказать очень многое. Но так как я решил, что мои видео будут от 10 до 15 минут, то не все получается сказать. Поэтому в будущем я буду посвящать полный выпуск не только конкретному компоненту счастья, но и конкретным упражнениям, как медитации или благодарны. Что касается фокуса внимания, то существует очень много способов, как можно развивать свой фокус. Такие как чтение книжек, путешествия, знакомство с новыми интересными людьми, а также расширение зоны комфорта. Если у тебя появились какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них в комментариях. Ну а на сегодня все. Добра тебе и позитива. Пока.